Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро расклад. Переломный июнь 2025 года. Какая тайна откроется для вас? Что ждать от месяца июня? Что вас удивит? И 3 важных события. Давайте узнаем, но останемся реалистами. Что же случится, что произойдет в июне месяце, но астрологически это очень приятное время. Доброе небо июня 2025, когда будет и интересно, и продуктивно одновременно. И подсказывают звезды не пренебрегать взаимоотношениями, причем самыми разными, понятно, и сентиментальная панорама, не забыть о ней, но и большая энергия нас подталкивает договориться, быть великими, может быть, и дипломатами. Заботьтесь о своем общении, и вы увидите, как возникают более приятные возможности или буквально открываются двери. И может и придется на что-то решиться, или будет такое время, когда принять придется важное такое мудрое Соломоново решение в отношении того, особенно чего мы изменить не можем. Но основная концепция, она направлена на то, чтобы себе не навредить. Вот, наверное, если прежде мы ставили перед собой вопрос, как добиться любой ценой, и, может быть, готовы были заплатить какую-то цену, а здесь нет. Как себе не помешать и как себе не навредить, как договориться, как для себя какой-то вопрос более так продуктивно и в добрых энергиях к продолжению наметить. Ну и, конечно, обустроить наш дом, быт и отдохнуть. Сделать некоторую перезагрузку. Доброе небо к этому располагает, потому что Юпитер в раке. И вы можете это чувствовать особенно. Это как высшая октава проявления эмпатии. Это и люди тоже готовы как и нас услышать, так и готовы к диалогу. Поэтому это может для кого-то стать месяцем перезагрузки между прошлым и будущим. Я же вас хочу пригласить на свой сайт «События до конца 2025 года». Я оставлю ссылку в описании под видео. 2 месяца, июнь, как мы сказали, Юпитер в раке, а последующий июль, но это уже совершенно другие энергии. Это будет временный заход планеты Уран. А мы знаем, Уран – это у нас планета революционных инноваций, перемен. Она на несколько месяцев, некоторое время до ноября переместится в знак зодиака Близнецы. И потом вернется в знак зодиака Телец. Это будет где-то на вас тоже оказывать влияние, потому что мы словно заключительные аккорды с чем-то будем как разбираться или ставить, куда мы дальше идем, или какое отношение мы продолжаем, определяться. Мы в самых разных сферах жизни можем. Но вот эти несколько месяцев, начиная с июля до ноября, нам дают возможность рассмотреть, чем мы будем заниматься на 7 лет, когда окончательно Уран перейдет в Близнецы. Правда, это произойдет еще с апреля 2026 года. Но некоторые подсказки, а вы люди интуитивные, мы увидеть можем. Словом, кому это более подробно интересно, перейдите на сайт, прочитайте. Я думаю, подсказок будет еще больше. Так что же случится или произойдет? В какой из сфер жизни вы будете принимать важные решения? Что вас удивит? Вторая карта. Кто или что появится неожиданно? И к чему все это идет? Зачем все это было нужно? Что исполнится? Какая тайна откроется или правда, может быть и так. Чего ждать в целом от июня 2025 года и какое продолжение следует? Какие события продолжат свой ход развития на июль месяц? На второй колоде 3 важных события. Давайте узнаем. И у кого-то это может быть информация, контакты конкретные, а может быть и важное решение. Итак, первое важное событие, с чем связано. Второе важное событие. И третье важное событие. Ну, приступим, мои дорогие рыбы и рыбки. Что же случится или произойдет? Вот смотрите, аркан башня. Вроде бы, да, всегда мы подразумеваем разрушение. Но важное событие – это еще и где-то наши по этому аркану надежды, когда мы думали, что, к примеру, мы будем продолжать в том ключе, пусть это будет дело, отношения,
или касаться решения какого-либо вопроса по документам. Мы были уверены, что наша политика внутренняя, да, тактика, стратегия абсолютно верна. И нам показан дуб, да. Мы думали, что что-то надежно, а вот дуб рушится от попадания молнии. Так и тут мы видим совершенно таким беспристрастным взглядом, что не все прежние наши постулаты или мировоззрение, оно нам приносит, ну, какие-то либо бонусы, либо радости, либо буквально доход. Опять же, старший аркан не говорит, в какой сфере жизни. Мы меняем свои взгляды, поэтому что случится или произойдет, вы что-то коренным образом можете изменить. И не обязательно, что вы это будете буквально менять сразу же, действуя, да. Это, скорее всего, какое-то, может быть, событие, информация, которая заставит измениться вас, мои дорогие. Или пересмотреть отношение к чему-либо или к кому-либо. Пусть не в этой колоде карт, есть колода ангелов, кто смотрит часто мои расклады. Так вот, это карта трансформация. Это карта одновременно освобождения от чего-то. Это как новый жизненный этап. И на карте Таро ангелов изображен ангел, который буквально берет человека за руку и выводит из этой башни, которая через некоторое время будет разрушена. Прообразом башни раньше служила в первых картах Таро тюрьма, мои дорогие. То есть это какие-то ограничения, а мы-то к ним привыкли. Вы уже тоже привыкли находиться в какой-то парадигме, назовем это так. Неважно, опять же, какая сфера жизни. То есть мы успели к чему-то адаптироваться, а здесь перезагрузка, переадаптация. И это сделать совершенно необходимо, потому что жизнь, наверное, меняется. Но если мы, возвращаясь к первым картам Таро и тюрьма, мы можем испытывать некоторую невесомость, турбулентность. Почему? А потому что мы же решили, что все устоялось, вернулось на круги своя. Ну и ладно, что там была тюрьма, а мы за стены могли подержаться. И мы думали, что это не тюрьма вовсе, а цитадель наша, оплот, надежность какая-то. А тем не менее, вот события нас заставляют переделать, передумать, пересмотреть наши некоторые позиции или взгляды на мир. Вы меняетесь на самом деле так. Что вас удивит? Вы знаете, тут у кого-то могут быть, ну, такие важные решения, когда вам захочется сменить работу, сменить учебу, когда вы захотите в себе раскрыть какие-то иные таланты. Тройка Пентаклей – это всегда карта будущего. Именно то будущее, и одновременно это карта экзамена, и у кого-то проиграется экзамен. Ну, может быть, с первого раза, кстати, вы этот экзамен не сдадите. Вот я такое могу допустить. А знаете, что вам может помешать? Потому что вы думали... Ну, например, да, у меня с преподавателем хорошие взаимоотношения, он мне так автоматом поставит, а вот не поставит, придется прийти на экзамен. Может быть так, ну или что-то подобное, да. Именно мешают где-то наши прежние мысли или наше прежнее отношение к чему-то или кому-то. Но если что вас удивит, а тут именно понимание того, что, а нет, вот что-то не идет из прошлого, или, может быть, и вы сами чего-то не хотите продолжать. И по тройке Пентаклей есть какая-то область, которая вам интересна. Пусть это работа или обучение, но это именно то, чем хочется заниматься. Даже продолжая какую-то рутинную работу, мы не чувствуем напряжения. Нас это вдохновляет. Мы творим словно. Сродни творчества. Почему по этой карте очень часто проходят творческие проекты или ваше ремесло, ваше хобби, которое вы можете монетизировать. Или получить какой-то сертификат, может быть, пройти обучение. Кто-то будет заканчивать это обучение, а кто-то, может быть, только как раз начнет обучаться в июне, потому что вы видите, что нет, мне как знаний не хватает. Или тот план, проект, который я решил осуществить, мне тоже нужно несколько изучить, адаптировать под собственную жизнь. Так вот, это изучение не ради любопытства, а потом мы перекладываем на реалии нашей жизни, и это буквально приносит доход. Но может быть и жизненный экзамен, когда нам приходится проститься с некоторыми нашими взглядами. Мы с вами живем в эпоху перемен, поэтому тут нет ничего удивительного. Но вы сами можете удивиться, насколько же вы изменились. Изменился ваш ход мыслей, если вы оглянетесь назад, допустим, всего лишь на полгода или на год.
может быть, и прежний какой-то период вы думали о чем-то, и неплохо бы было даже вспомнить. Может быть, вот эти где-то разрушения башни вам пришлось пройти уже, мои дорогие рыбы и рыбки, столкнуться с какими-то непреодолимыми событиями. Но вы либо нашли методы, как все-таки решить тот или иной вопрос, или обойти, может быть, но в конечном итоге добиться желаемого. И этот период вас закалил. И теперь вы подходите к итогу, чем же я буду заниматься. Вот здесь какая-то перезагрузка, все же пентакли, это дела, работа. И откуда к нам приходят деньги? Вот, может быть, решить денежную тему вас и вынуждают некоторые обстоятельства увидеть какую-то новую концепцию. Давайте мы пойдем дальше. Кто или что появится неожиданно? Ох, любовь, например. А почему нет? По рыцарю чаш. Вдохновение, мои дорогие. Тут, правда, вас может что-то заинтересовать. Но будьте внимательны. Первый аркан башня. Мои дорогие рыбы и рыбки. Тут ведь может, знаете как? Какое-то вдохновение посетить. Причем всерьез. Когда вам захочется вообще всю свою жизнь перекроить. Ну, я надеюсь, что это не для всех. Но кому-то одному, может быть, даже это важно услышать. Поэтому не ломайте вот какую-то свою структуру вами созданную. Не торопитесь, знаете, быстро как-то с места в карьер, пока вы для себя программу на будущее не составите. Это точно, не случайно две карты. Не принимайте какие-то революционные решения. Ну, мы смотрим июнь, кто знает, может быть, в июле, когда как раз Уран вам поможет что-то осуществить. Сейчас посмотрим, раскроем все карты. Но то, что вдохновение может быть даже через край. Или знакомство с человеком, который вас вдохновляет. Может быть и любовная история, которая развивается и вам приносит радость. По этой карте мы радуемся. Вас может какой-то человек и позвать в путешествие. Или к вам буквально какой-то человек может приехать. Все же по рыцарю чаш это всегда как вдохновение, хорошее настроение. И любовь или какая-то любовная история, или просто состояние влюбленности. Может и вернуться что-то из прошлого. Но прошлое тут вы, кстати, можете пересмотреть. Я могу допустить, кто-то может сказать нет. Вот, кстати, вполне вероятно, потому что была какая-то, ну, как ситуация или был жизненный опыт. У каждого здесь немножко по-своему. Переложите на себя. Но если вот эти добрые энергии буквально пытаются войти в вашу жизнь, значит, нужно это к себе применить по максимуму, мои дорогие. Но будьте готовы корректировать планы. Все же рыцарь чаш не говорит о том, что это стабильно, надежно, на года, на века. Нет, нас карта приглашает вдохновиться, порадоваться моменту. Где-то в пределах июня, но пока не больше. Поэтому не забегайте вперед. Но тем не менее, для чего все это было нужно? К чему все идет? Но тут вы какие-то цели перед собой будете явно ставить новые, что-то пересматривать, реструктурировать, менять, или в этом направлении, в каком-то, да, в той или иной сфере жизни, вы все равно будете продвигаться. Что-то вы тут задумаете. Причем вы в этой своей собственной задумке, идее, мечте будете абсолютно уверены. Как и то, что вам теперь не помогает, не нужно, так и то, что есть смысл продолжать. И у вас вот к чему все идет. Вот та ваша задумка, она потребует от вас настойчивости и терпения. Кстати, работы будет много. Будет и усталость. И карта это говорит именно в этой колоде. Вот как двое несут арбузы в корзинах. Своя ноша не тянет. Вот первый, наверное, смысл. И где-то десятка жезлов говорит, что у тебя хватит сил и эмоциональное напряжение выдержать, ну так и физическое. Много работы, много занятости, но, скорее всего, это дело вам будет нравиться, то, чем вы будете заниматься. Или вы видите в этом какой-то верховный смысл, для чего вы это делаете. Поэтому, знаете, тут как новая работа может быть или какое-то ваше участие в новом деле, я такое тоже допускаю. И деньги, тем не менее, вы потом за свой труд получите. Или какие-то бонусы. То, что вы, может быть, это и личное дело, да, но, значит, вот этот эквивалент денежный, он потом к вам придет. Поэтому, если мы спросили, к чему все идет, реализация какого-то проекта. Что же у вас исполнится? Победа, правда, все то, что я сказала, это карта триумфатора. Но по этой карте мы не расслабляемся. Нет, иначе
Мы эту победу не сумеем удержать. Карта говорит, продолжай все, контролируй. Вот ты какой-то темп набираешь, вы набираете, мои дорогие рыбы и рыбки, и потом вам карта будет говорить, мало достичь какой-то высоты или занять, получить эту победу. Намного сложнее это удерживать. Но и предыдущая карта, десятка жезлов, мы об этом где-то с вами сказали. Давайте посмотрим следующую карту, какая же тайна откроется. Здесь может быть контакт с конкретным лицом. И иногда это карта руководителя или идейного лидера, вдохновителя, да, или харизматичного лидера. Нам карта говорит, что нас кто-то может увлечь этой идеей, кстати. Может быть, вы услышите что-то случайно, а потом переложите на то, что вы хотите создать, и будете над каким-то своим уже проектом трудиться, не покладая сил, но вас это будет вдохновлять. Правда, какая-то перезагрузка по части творчества или личного дела, или ремесла у кого-то проиграется, когда и деньги потом пойдут в рост, и ваша популярность. Тут, я бы сказал, все же по тройке пентаклей, извините, чаще идет творчество, ремесло или личное какое-то дело, личная задумка, которая сначала в ментальности родилась, а потом она выложилась уже в практических действиях. И это может быть задумка, как идея, связана с конкретной персоной. Вас кто-то вдохновил. У нас король, но не обязательно, что это мужчина. Мы рассматриваем карту как архетип. Но, мои дорогие, если мы говорим, какая тайна откроется, вдохновить-то он может, призван, но все-таки это тот человек, который не будет что-то делать за вас. Это наставник, может быть, да, ну вот с позиции даже не того, что нам говорят, делай первое, второе, третье, а когда отдает вам, скорее, какое-то пространство для маневра, для самореализации, и он не будет участвовать, опять же, в вашем проекте. Нам показан король, который сидит. И он сидит, и собака сидит, и жезл он держит так крепко, уверенно. Никуда он не торопится. А двое буквально пашут на заднем плане. Поэтому какую-то работу придется выполнять самому. Может быть, и у вас к этому времени, я такое тоже допускаю, с учетом, какая тайна откроется. Вы перестанете на кого-то надеяться, потому что какие-то прежние договоренности не сработали. Это вы, может быть, прежде, но где-то для себя так решили, что человек будет какую-то работу делать за вас или полностью поддерживать ваш проект от А до Я. Но этого не происходит. Наступает реальность. Вот вы ее видите, и вам нужно это как-то переиграть или перевести какую-то вашу задумку, когда вам придется делать самим. И, может быть, для этого потребуется еще и обучение. Но с положительной стороны человек вдохновить может. Много азарта, энергии. И, кстати, вы, если мы спросили, какая тайна откроется, вы можете узнать, что я какую-то работу и сам могу сделать, или сама. Или, к примеру, вы кого-то уговаривали на определенный проект, может быть, даже и по работе. Или вы озвучивали ту свою точку зрения, а она не была принята. И тогда вы можете даже так сделать, а я организую свою компанию. Или я организую именно свое дело. И я хочу работать сам на себя. Вот такое по королю жезлов вполне вероятно. А кто-то может начать изучать, к примеру, психологию. Это для того, чтобы стать вот таким идейным лидером. Ну или пойти на курсы коучи, менторства. То есть, ну вот эта стезя где-то на вдохновение у вас может вполне так сработать. И я должна сказать, мои дорогие рыбы-рыбки, для вас это такое направление, в котором вы можете достичь как и популярности, так и определенных высот. Ну и деньги где-то заработать весьма существенные. Ладно, что же в целом, чего ждать от этого июня? Ну, какой-то продуктивной работы. Мы ухаживаем за собственным проектом по семерке пентаклей, и плоды упадут в наши руки тогда, когда придет срок. Нам показана девушка, женщина, которая ждет буквально. Видимо, добрые дела на спех не делаются. Или есть какой-то формат вашей задумки или вашего дела, когда вам нужно именно продолжать. От вашей настойчивости будет зависеть, решите вы что-то или нет. Но вообще доброй энергии июня. Нет спешки. Хотя с учетом аркана башня, может быть в первых числах, ну хотя у кого-то может проиграться в любое время июня.
Может быть, и будет все-таки тот момент, когда вы что-то можете перекроить, переиграть, переделать. Но, значит, это будет вести к тому, что вы для себя правильные какие-то ориентиры тут поставите, чем вам захочется заниматься, по крайней мере, на период июня. И вы вот так настойчиво, планомерно будете посвящать этому время. Что же у нас за ходом идет на июль, правда, туз чаш? Может быть, это у кого-то и концепция личной жизни. Для кого-то из вас, мои дорогие рыбы и рыбки, приходит в какой-то порядок. Ваша жизнь как общественная, рабочая, да, или ваше творчество, хобби и одновременно любовная история, признание в любви, контакты с человеком. Но туз чаш – это как и внутренняя наполненность, это и самая где-то реализация, когда мы видим плоды труда своего. Но это еще и сентиментальная панорама, когда тут тоже личная история, отношения выходит на новый этап. Ну а для тех, кто в паре, те, кто люди семейные, для вас какие-то радостные события будут, мои дорогие рыбы и рыбки. Вы останетесь чем-то довольны. Причем есть смысл что-то продолжать, понимаете? Как перспективы, какой-то прогресс идет. И на июль тоже. Ну вот прогресс на июль, это касается всех. Хорошо. Важное какое-то событие, да? Первое важное событие, вы набираете темп. Здесь словно тысячи дорог сходятся в одну точку. И нам сказали, вот неспешный, да, период. И я сказала, может быть, и будет день-два, тут у кого-то по-разному, да, когда приходится ускоряться или принимать вот эти быстро какие-то решения. Но, видимо, карта подтверждает мною сказанное по аркану башня, потому что могут приходить как неожиданная информация, или вы узнавать можете о некоторых событиях, и это вас стимулирует некоторую перезагрузку, что-то переделать, перестроить, переиначить. Или, может быть, буквально будет возможность куда-то отправиться в какую-то инстанцию, не теряя времени, когда собрался, подпоясался, поехал. И тут не до глубокой философии на мелком месте. Куй железо, пока горячо. Вот будет какой-то удачный момент. Не упустите. И для вас это будет означать, как тысячи дорог сойдутся в одной точке. Есть какой-то добрый такой положительный момент. Вот это самая перезагрузка. А для кого-то из вас вот эта башня или хоть камни с неба, или, знаете, есть такая поговорка: не было бы счастья, да несчастье помогло. Поэтому будьте внимательны. То, что мы можем воспринимать как какой-то минус, для вас может быть началом нового пути. Второе важное событие – королева Пентаклей. Ну, здесь может быть и взаимосвязь с конкретным человеком, иногда это близкие наши проходят по королеве Пентаклей. А вообще, я должна сказать, мы про творчество говорили, или про какую-то вашу задумку, идею. Так вот, королева Пентаклей из любого хаоса умеет построить порядок. Она та, которая умеет благополучие обустроить буквально с нуля. Или сказку сделать были, вот ту идею, которую она, ну, для себя предпочитает или чем ей хочется заниматься, она перекладывает на практику, и благодаря ее настойчивости она может это осуществить в реальной жизни. Да, настойчивость, терпение, труд. Ну, есть такие понимания, нам об этом предыдущая колода уже сказала, но для кого-то это может еще означать поддержка близкого человека, правда, который поддержит ваши проекты, может быть, будет и поддержка в деньгах, но вы благодаря, может быть, конкретному человеку больше уверенности, как и в сегодняшнем дне чувствуете, так и в завтрашнем. Ну и карта, конечно, говорит важное событие. Да, тут стабилизировать какой-то вопрос или тему у вас получается, может быть, благодаря поддержке. Но и карта предлагает перейти и вам вот в такие надежные энергии, обустроить свою жизнь более по-доброму по отношению к самому себе и более стабильно для самого себя в дне сегодняшнем, ну и с учетом на день завтрашний. Правда, тут что-то доброе, такое основательно надежное пытается к вам войти в жизнь. Может быть, и есть какие-то известия, когда вам быстро действительно придется куда-то ехать. Шестерка мечей, но это карта заслуженного успеха. По этой карте мы часто изучаем. Мы изучаем языки, а может быть и язык программирования, почему нет. Все-таки пространство, вселенная, эфир, интернет. И здесь мы можем добиться определенной популярности посредством интернета или, может быть, где-то с учетом уже захода энергии на июль месяц,
когда Уран в Близнецах. Близнецы – это стихия воздуха, но это где-то олицетворение мечей, эфира, интернета, информационных технологий. И здесь, правда, какая-то перезагрузка. Здесь первые шаги в каком-то новом направлении. Или у кого-то буквально много поездок будет в июне, много перемещений. Какая-то, может быть, и многозадачность, я такое могу допустить, когда вам придется совмещать и вполне вероятно ту работу, к которой вы привыкли, и какой-то новый проект, потому что прежняя приносит деньги, но и вторая вы видите продолжение или какой-то прогресс. Сама по себе карта заслуженного успеха, она и есть карта прогресса, но для этого у нас должно хватить решимости, словно отплыть от прежних берегов. Кто-то из вас задумается о переезде куда-то далеко или как релокация офиса по вашей работе, а кто-то может быть в подобных энергиях, потому что, опять же, есть план, задумка, но вы не видите реализации в той местности, где вы находитесь. Ну, я перечислила несколько только позиций, а вы, мои дорогие рыбы и рыбки, перекладывайте на себя доброе время, ее неправда. Даже взаимодействовать с тем, что поначалу выглядит как-то криво, серо, непонятно или нам не нравится, а в последующем получить вот эту самую победу. Перекладывайте на себя. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.